Изначально, когда я продумывал свое путешествие, то не собирался ехать в Бельгию. Но будучи в Роттердаме, всего в 80 километрах от границы, решил немного изменить свои планы. До Антверпена я добрался на автобусе. Путь занял всего 1,5 часа. Город красивый. В нем жил и творил Рубенс. Великий художник провел в Антверпене большую часть своей жизни, а в его доме сейчас открыт музей. Также здесь можно найти памятник Петру Первому. И это при том, что существует закон, запрещающий ставить в городе памятники политическим деятелям. Этот является единственным исключением. Монумент установлен напротив аббатства Святого Михаила, в котором в апреле 1717 года останавливался царь. Петр прибыл в Антверпен под видом простого матроса Алексеева, однако был встречен всей местной знатью. Царь полдня ругал слуг и свиту за несохранение тайны, но к вечеру все-таки подобрел и посетил приемы, устроенные в его честь. Как отметил известный бельгийский историк Вагеманс, для нас, антверпенцев, этого вполне достаточно, чтобы поставить ему памятник. Еще в городе можно посетить собор Богоматери, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строительство заняло в совокупности 250 лет. И что интересно, интерьер церкви воссоздавался заново разными художниками и скульпторами на протяжении нескольких веков, что делает его таким особенным. Здесь переплетены элементы самых разных стилей – готика, барокко, рококо, ренессанс и неоготика. А многие картины были написаны самим Рубенсом. Наконец, бриллиантовый квартал. Выглядит он весьма скромно, без излишних убранств, и внешний вид домов самый обычный. Но считается, что путь 80% всех необработанных и более половины обработанных алмазов в мире пролегает через этот бельгийский город. Большинство магазинов, реализующих драгоценные камни и украшения с алмазами, находится в так называемом бриллиантовом квартале, расположенном на 5 улицах. Антверпен очень классный город, со множеством интересных мест и красивых домиков. Но почти целый день шел дождь, и поэтому я хоть и погулял по Антверпену, но снимать было очень неудобно из-за высокой влажности воздуха. Так что есть. В Бельгии можно найти даже автомат с пиццей. За 4 минуты вам приготовить пиццу. За 8,90 евро. Hey Karen, do you want to sing some song? Aha. Not the song you told me. Which one
От всемирно известных мест и больших городов всегда ждешь чего-то такого, что порождает мощный взрыв эмоций и переворачивает сознание. Бывает, что так и случается, как, например, это произошло со мной в Берлине и в Амстердаме. А вот Брюссель немножечко не оправдал ожидания. Да, здесь есть красивые улочки и расчудесные архитектуры дома, но вот не нашел я в нем чего-то прям удивительного, кроме местного шоколада и пива. Подумал я об этом и понял, что зажрался, и что путешествие-то мое весьма насыщенным получается, раз могу так о Брюсселе отзываться. Первое утро в Бельгии. Я в Брюсселе. Иду, слушаю сплин. Иду в центр города. Рассказ о Брюсселе начну с того, что это самый писающий город, в котором мне приходилось бывать. А все потому, что в 16 веке здесь был установлен фонтан с писающим мальчиком. Позднее эту идею подхватили и установили скульптуры писающих девочки и собаки. Интересно, а каким следующий будет фонтан? Есть идеи? Брюссель является не только столицей Бельгии, но и политическим центром Евросоюза. Именно здесь проходит заседание Европарламента. И здесь же расположена штаб-квартира еще одного международного объединения – НАТО. Интересный факт. Брюссель – один из самых многонациональных городов мира. А около 30% населения являются выходцами из других стран. А сами бельгийцы, согласно моим наблюдениям, почти все имеют кучерявые волосы. Возможно, это связано с колониальным прошлым страны. Я в самом центре Бельгии. В центре города Брюссель. Солнце светит, под солнцем тепло. В тени чертовски холодно. На площади куча народу. Много машин. Центральная площадь напоминает какую-то большую парковку. Много машин. На площади Гран-Плас есть старинное здание, известное как Дом Короля, хотя ни один монарх в нем никогда не жил и не работал. И что удивительно, мне удалось запустить здесь, в самом центре европейской столицы, квадрокоптер, и никто ко мне не подошел и ничего не сказал. Двигаюсь дальше. Популярнейшее место в Брюсселе – Атомиум, построенный к Экспо 1958 года. Это часть кристаллической решетки железа, размер которого был увеличен в 165 миллиардов раз. Он состоит из 9 огромных сфер. Поперечник каждой составляет 18 метров и 20 труб, соединяющих их между собой. В центральной из них размещен лифт, способный за 25 секунд доставить гостей в ресторан или на смотровую площадку.
В Брюсселе я жил у гостеприимного человека по имени Лукас, который радушно принял меня через каучсерфинг. Он всегда был рад угостить меня местными вкусностями, провести экскурсию и порекомендовать лучшие достопримечательности. Огромное спасибо за прием. Самой центральной площади города Брюссель. Здесь куча народу, играет музыка и что-то, наверное, включается какой-то концерт. Там за забором находится Королевский дворец. Попасть туда, походу, нельзя. Ворота закрыты. На страже порядка лев. Для большей защиты дворца от нападения здесь проложена дорога. Поэтому дворец надежно защищен со всех сторон, окружен дорогой, забором, львами. Вот там еще один. Монумент королю Леопольду. Забавно, что бельгийцы любят перпендикулярность. Например, пешеходный переход. Вот стою я здесь. Надо идти туда. Вот у них нет таких прямых переходов. Практически все такие вот кривые. Бельгия — это не только старинные улочки и средневековые дома. Это еще новые, древесные, многоэтажные торговые центры. Сегодня ночью -2. Утром, я сказал бы, что теплее. Покидаю Бельгию. Еду. Мой автобус через 1,5 часа отправляется в Германию, в город Кёльн. На самой далекой точке своего путешествия я достиг. Собственно, Брюссель. Затем мой маршрут поворачивает обратно на восток. И я буду понемножку двигаться уже к Крыму.